Ну и вот мы находимся на одной из популярных улиц Паттайи. Это, конечно же, Джамтьен. И вот что я хотел вам показать. Посмотрите, насколько сильно увеличился пляж Джамтьен. Сегодня прям все активировались. Такая суета, праздник. Вот прям ощущение Нового года, реально. И мы заходим в мир вкусной еды, вкусных шейков, а также ради чего многие приезжают в Таиланд. Ну и вот мы находимся на одной из популярных улиц Паттайи. Это, конечно же, Джамтьен. Мы, к сожалению, тут не были год назад. Мы не знаем, как было во времена ковида. Мы вот приехали уже после вот этих всех ковидных историй. Если русская улица там практически полностью вымерла, потому что там были русские арендаторы, то тут все очень даже процветает, живет. Массажные салоны, все работает. Где-то вот встречается, одно вот такое вот на 30-40 открытых других. Поэтому первое впечатление, это, конечно же, вот именно та Паттайя, которую мы видели там 3,5 года назад. Все функционирует. Что нравится в Паттайе, что даже на практически первой береговой линии можно вот найти такие местечки, где у вас мороженое будет, видите, всего 35 бат. И самое, что интересно, это моя тема, которая очень волнует, это кофе. Латте, капучино, всего там 40 бат, причем хорошего качества. И смузи по 30-35 бат. Об этом на Пангане, Пхукете, Самуи можно только мечтать. Вот мы, собственно говоря, и воспользовались этим. Thank you. Сейчас пока пасмурно, поэтому картинка такая не очень крутая. Но первые впечатления, самые такие наилучшие. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, мы вернулись сюда уже днем, когда отличная погода, не облачная, потому что пляжи, как мне кажется, нужно показывать только тогда, когда ясная погода. Мы вернулись на Джамтьен, показать, в каком он состоянии на данный момент, что изменилось, что добавилось. Hello. Можно увидеть шезлонги, зонтики, в принципе, все как и было в доковидные времена. И такой достаточно небольшой пляжик. Но самое интересное вы увидите чуть позже. Сейчас мы вам покажем этот небольшой пляжик. Пройдем через чистокол зонтиков. Буду прям одним, наверное, кадром записывать, чтобы было такое представление, как будто бы это вы пришли сюда. Можно вот арендовать Jet-Sky. И можно видеть, это можно сказать, самое начало Джамтьена, если так можно выразиться, со стороны Паттайя-Сити. Тут уже людей, видно, что побольше. Тут небольшой пляж, зафиксировали это. Дальше мы идем в ту сторону, и буквально через 100 метров мы включимся, и вы увидите что-то прям очень необычное. Сама дорога вдоль Джамтьена изменений не претерпела. Тут по-прежнему можно купить кокос, какие-то напитки с утра до вечера. Вечером еще, конечно же, добавляют самокашницы, но вечером мы еще тут побываем. И, конечно же, покажем еще Джамтьен Night Market с мельницей, как там обстоят дела. Ну вот мы и подходим к тому месту, о котором я говорил. Смотрите, тут еще более-менее пляж такой, но чуть-чуть дальше начинается нереальное его увеличение. Ну вот мы и подошли к тому месту, где начинается очень резкое такое увеличение пляжа. Именно в ковидные времена Паттайя не стояла на месте. Они воспользовались этим локдауном и довольно успешно увеличили пляж на очень много метров. Ну вот сейчас будет запускаться парашют. Кто любитель парашютов, настало ваше время. Можно будет полетать над Паттайей. Все, полетел. Кстати, видите, тут один человек летит, без помощи. На Пхукете обычно там еще как обезьянка тает сверху, висит и помогает. По левую сторону можно увидеть уже намного больше туристов. Уже видно наши соотечественники, не только. Наверное, 30% шезлонгов занято, потому что сейчас 12 часов дня. Самый солнцепек, наверное. И где-то после 2-3 обычно приходят. И вот что я хотел вам показать. Посмотрите, насколько сильно увеличился пляж Джамтьен. Это просто нереально. Мы когда были с
когда? В 2019 году, в феврале, мы вот именно тут шли. И тут была такая узенькая полоска. Вот буквально шезлонги стояли, да, ну и, наверное, метр-два, ну, больше не было. И мы не могли пройти с Машей, потому что там, ну, было нереально как-то проходить. Еще был какой-то запах. Именно с моря не очень приятный, знаете, как будто канализацией пахнет. Сейчас же пляж просто увеличился, я не знаю, ну, наверное, на метров 100. Ну и да, вот то, что хотели еще сказать, то, что если тут хотя бы раньше были зонтики, да, и чуть-чуть пляжа, то далее, вот ближе где-то к Люмпини, да, и чуть-чуть дальше, была такая ситуация, что никаких зонтиков не было, и там даже, в принципе, пляжа никакого не было. То есть были камни, где мы там сидели, кушали, помню, роти, и по этим камням бегали крысы и тараканы. То сейчас там вот, ну, реально присыпано огромное количество вот пляжа, прям метров 100. Что здесь хорошо, по вечерам, тут, как и на Патонге, появляется огромное количество местных, туристов, приходят с какими-то стульчиками, какие-то фонарики. И люди просто проводят время там с бутылочкой пива, не знаю, с каким-то соком. Люди сидят, отдыхают. Такое просто реально тусовочное место появилось, которого просто 3 года назад и более позднее время абсолютно не было. Это просто удивляет. Просто взяли, присыпали, потратили несколько миллионов там долларов, и вот это вот все вот можно сейчас наблюдать после локдауна. В этом плане Паттайя, конечно, на первом месте в плане подготовки к туристическому сезону. Они вот прям подготовились. Ну и мы сейчас подойдем к морю. Ну вот, можно увидеть остатки того, каким образом это все присыпалось. То есть были мешки, на которые уже насыпался песок. Но это только в этом месте видно. А так, в принципе, если вы пройдетесь по пляжу, вы особо мешков не заметите. Ну и вот такая вот водичка. Ну, видно сразу, да, что она прям не кристально чистая. Это не Симиланы, это, конечно же, не Панган, это Джамтьен. Не самая чистая вода. Наш парашютист летит. Возможно, Маша сейчас захочет искупаться, как думаешь? А водичка тут все-таки достаточно грязная, к сожалению, в этом плане никаких изменений нет. И даже после ковида она прям сильно чище не стала, поэтому купаться мы здесь не будем, в принципе, вам не советуем. Но мы покажем прямо на территории Паттайи, да, на территории города, где есть классные пляжи с чистой водой, где можно искупаться и не ехать далеко. Ну и пройтись по вновь присыпанному пляжу, это, конечно, большое удовольствие. Отсюда как раз можно увидеть, да, вот тут присыпано, а чуть-чуть дальше не присыпано. То есть насколько больше стал пляж. Ну и отсюда уже можно посмотреть на Джамтьен, на Кондо, на различные отели, которые вдоль берега. Ну и так прогуляться. Тут достаточно много людей стало гулять, и это хорошо, потому что раньше, как я уже сказал, гулять по узенькому пляжу Джамтьен было как-то нереально. Сейчас жара шпарит, конечно, прям очень чувствуется, что сейчас градуса 33, наверное, 34. Пару дней было так, чуть облачно, и жары не было. А вот сейчас прям все радуются, что жара. Даже, смотрите, многие купаются, кого-то не останавливает непрозрачность воды. Ну, на самом деле мы не можем вас отговаривать купаться. Есть люди, которые любят прям чистую водичку. Там она изумрудная, не знаю, там какая-то лазурная.
а кому-то, в принципе, и так нормально. Тут уже решать вам, мы запрещать не будем. Вот можно увидеть, что тут уже так много людей купается, дети загорают, купаются, как местные, так и туристы. Вот, смотрите, какая здесь водичка. Сейчас специально зайду. Вот, видно, да, мои ноги. Что она такая вообще непрозрачная, уже вот здесь вот. И там дальше, если, в принципе, далеко заплыть, то будет довольно-таки чистая вода, но именно здесь, конечно, она грязная. У нас сегодня был такой небольшой медуза-патруль. Машин вердикт. На данный момент медуз мы не видели. Ну и на самом деле их бы было заметно, если бы даже мы не заходили в воду, когда идешь вдоль пляжа. Обычно медузы лежат, да, а тут их нету, ну и в воде так, в принципе, более-менее. Маша сейчас походила, попатрулировала, особо мы медуз не заметили. В целом пляж, он чистый, да, ну где-то какие-то ложки, где-то какие-то стаканчики имеют место быть, но в целом ни водорослей, ни огромного количества мусора прям я, наверное, не вижу. Это не только вот где купаешься, но и на всей территории пляжа. Скорее всего, его убирают, потому что это такая туристическая территория, тут много отелей, и за этим следят. Ну и мы сейчас чуть-чуть подойдем ближе к самой дороге Джамтьен и покажем изменения. Можно уже заметить, что макашницы уже начинают свою работу, да, уже для многих тайцев сейчас обед, поэтому можно что-нибудь перехватить и поехать дальше по своим делам. Это очень удобно. Днем, чем мне нравится Джамтьен, тут можно проехаться абсолютно легко и просто. То есть никаких пробок, ничего нет. Как только где-то 6-7 часов вечера, тут просто нереальные пробки. Ну и самая большая пробка начинается вот где-то при подъезде к тому же вот Кон-де-Люмпини. Там получается, что сужается дорога еще на одну полосу. И если справа припаркованы машины, а чаще всего они припаркованы, то отрезок пути, который занимает обычно там, не знаю, минуту, он начинает занимать где-то минут 25. Именно по этой причине мы в этот раз не селились в конце Джамтьена, там, где вот плавучий рынок и так далее, как мы делали там в 2019 году. Сейчас все наши кондо, где-то приближены к непосредственно уже, можно сказать, к началу Джамтьена, где можно добраться там куда угодно, Пратамнак, пляж Паттайя, Волкин-стрит и другие такие заметные туристические места. Можете заметить, да, 90% шезлонгов свободно, поэтому непонятно, почему вы еще не приехали, почему вы еще тут не отдыхаете, не пьете кокос, не купаетесь. Все, в принципе, уже готово для вас. И Аэрофлот летает прямыми рейсами, все подготовлено. Расскажите, собираетесь ли вы приезжать в Таиланд, а именно в Паттайю, если да, то когда? Нам будет интересно. У нас большое количество подписчиков на стриме оказалось, что собираются приезжать в ноябре, в декабре. И вот какая отличительная особенность Паттайи от других провинций, то, что здесь ходит огромное количество вот таких вот тук-туков, да, по-тайски это сангтео. Сангтео переводится как две скамейки. Мы вот с Машей, когда жили в конце Джамтьена, очень часто садились именно на такой агрегат и ехали уже в центр. Еще очень здорово, что тут можно встать на подножку, опереться корпусом и ехать тебя будет обдувать. Это очень здорово. Также здорово, когда ты сидишь там один или вдвоем, но когда залазит какая-то компания ирландцев или еще какой-то там тагил, то начинается песнопение, ругание, крики. И когда ты едешь полчаса в ту сторону или полчаса обратно, уже 10 раз думаешь, как бы побыстрее арендовать байк и избавиться от всего этого. Стоимость поездки на таких сангтео, или по-нашему тук-туков, там вообще минимальная, 10, 20 или 30 бат, в зависимости от маршрута, но она очень минимальная. В этом плане, конечно, очень удобно кататься тут на них. Ну и можно увидеть, да, ресторан «Армения». Также можно увидеть вдоль Джамтьена так называемые сойки, да, где тоже все функционирует. Отсюда можно увидеть там массаж, различные другие заведения, где можно что-нибудь купить, покушать. Как видите, такие шпажки продаются, еще шпажки. Конечно же, на русском языке слово экскурсии, но, по-моему, они закрыты. А также большое количество различных массажей. Видите, health массаж, пицца и так далее. Это одна из соек. Она такая сейчас не самая многочисленная. Если туда чуть-чуть ближе к
началу Джамтьена проехать, то там прям ажиотаж. Ну и видите, также можно заметить, что тут вдоль пляжа можно увидеть туалет, ну и, возможно, там можно переодеться. Это очень удобно. Тут нас уже зазывают на... Привет. Вот, видите, по-русски говорит. Очень вкусно, курица, подходи, забирай. Можно заметить тайцев, они всегда сидят только в теньке. То есть все теньки вдоль пляжей, но это не только на Джамтьене, это вообще в целом по Таиланду. Как правило, все теньки заняты тайцами. А иностранцам уже приходится арендовать зонтики, шезлонги, чтобы прятаться от солнца. Или же лежать, загорать. Но на самом деле на таком солнце можно обгореть буквально там за, не знаю, за минут 30. И потом 3-4 дня отходить от этого всего. Смотрите, сегодня очень классный праздник, когда будут запускать вот такие вот штучки из банановых листьев в море, в реке, и еще запускать фонарики. Этот праздник посвящен окончанию сезона дождей и, как следствие, началу сезона жаркого, туристического. Называется этот праздник Лои Кратонг. Ну вот, уже видно, как финальное производство тех самых вещей, которые предназначены для праздника. Но опять же, более подробно мы уже в конце выпуска вам покажем. Ну и можно видеть, тайская семья сейчас делает те самые штучки, которые будет продавать, которые предназначены для запуска. Их начали еще вчера делать, можно было это все заметить. Ну и вечером мы уже снимем, да, что будет. Скорее всего, тут будет много прилавков и много людей. Еще хотел вам показать один из храмов. Вообще, Паттайя – это не про храмы, не про Будды, их тут практически нет. Поэтому те люди, которые не очень любят наши выпуски про храмы, они могут возрадоваться. Смотрите, позади меня есть душ и туалет. То есть, как бы вы после купания можете спокойно переодеться, помыться, чтобы не сидеть в мокром купальнике и не ходить тоже в мокром купальнике. Причем они здесь на каждом шагу, то есть вон, еще вон там, вот буквально в 10 метрах. Поэтому это очень удобно. Это, кстати, очень здорово, потому что я терпеть не могу, когда ты искупаешься, да, потом соленый весь. Плавки там мокрые, и пытаешься там как-то переодеться, у тебя полотенце ветром снимает. Плюс потом ходишь весь соленый. И здорово, что именно в Паттайе это придумали. К сожалению, в других провинциях этого практически нету. Даже не нужно делать некрасивые кабинки на пляже, да, можно просто вот где-то в кафешке или где-то вот вдоль дороги какая-нибудь комнатка, там, заплатить 10 бат, и спокойно переоделся, помылся, пошел дальше. Мне кажется, это удобство, которое очень многие хотят. На самом деле это не только удобство, но еще такая безопасность для здоровья, я бы сказала, потому что здесь в магазинах очень холодно, и, например, если после пляжа побежишь там в 7-Eleven покупать водичку, то можно очень быстро заболеть, поэтому это очень здорово, что есть. Наш рассказ про Джамтьен был, конечно, не полный, если бы мы не упомянули про Night Market Джамтьен. Опознавательный знак этого рынка, конечно же, это мельница. Когда вы едете по Джамтьену, этот рынок просто невозможно проехать мимо. И сюда приезжают очень и очень многие, не только туристы, но и местные. Можно припарковать байк на парковке. И мы заходим в мир вкусной еды, вкусных шейков, а также ради чего многие приезжают в Таиланд. Это еда, фрукты на любой вкус и цвет.
Смотрите, кокос всего 35 бат. Различные шпажки, какие вы только хотите. Вот ребрышки для любителей вам дадут вместе вот с таким салатом. Ну и, конечно же, мои любимые суши. Ни один рынок Таиланда не обходится без суш. Видите, 10 покупаешь, одна бесплатная. А теперь самое интересное, смотрите, тут есть пирожки с капустой, пирожки с курицей, пирожки с лососем и пирожки с грибами. Ну и, конечно же, плов с морепродуктами. А вот культовое место, где абсолютно всегда очередь. Тут готовят самый вкусный пад-тай, который называется Мистер Бум. Маша уже, по-моему, там стоит. Да, она уже стоит в очереди. Заняла, потому что Маша голодная. А тут можно приобрести, видите, рамен. Как с курицей, так и со свининой. Выглядит это вот так. Видите? То есть это как вьетнамская и тайская кухня совместно. А вот шарики. Смотрите, даже тут есть мечехвост, который мы видели на рыбном рынке. Ну и, конечно же, шпажки. Их просто невероятное количество. Каждую зимовку я нахожу какие-то новые шпажки, которых я еще раньше не видел. Вот что это, с чем? Непонятно. Обратите внимание, можно купить такую вот картошку, запеченную в фольге, и туда положить абсолютно любую начинку, которую вы хотите. Hello. Ну и вот начинку вы выбираете, да, вот с мясом 60, курица с свининой 60. Очень удобно. Ну, это как крошка-картошка. Thank you. Тут можно купить том-ха. Попросили как-то с морепродуктами, но нам почему-то дали с курицей. Так и не понял, почему. Итак, Маша заказала пад-тай. Сейчас ей будет готовить наш повар очень вкусный пад-тай. Пад-тай Мистер Бом называется это местечко, и тут обычно очередь. Каждый раз, когда мы проходили мимо, мне лень было стоять в этой очереди, и сейчас наконец-таки решилась, потому что все говорят, что это стоит того. Смотрите, он раскладывает по таким кучкам все, и это получается каждый разный пад-тай. И потом дальше он обжаривает и готовит таким образом сразу же для 6-7 людей. Сейчас я вам покажу самая такая интересная лавочка, которая очень необычная. То, что никогда не ожидаешь увидеть на тайском рынке. Утиные сердечки по-строгановски, макароны, картофельное пюре, огурцы соленые и различные котлеты. Также тут есть чебурек. Также можно купить вот такие вот блинчики с мясом. И смотрите, тут даже есть вот такие вот пельмешки. Пельмени жареные, 20 штук. Очень хорошая цена. Самое что интересно, что тут написано, что это грузинская кухня. И, конечно же, есть пюре. Цены очень даже демократичные. 30, 20, 40 бат. Можно обратить внимание, что практически 90% меню везде подписи из русского языка. Ну и вот можно обратить внимание, что у всех тут также есть кухня. Абсолютно все, что вы тут покупаете, было приготовлено именно тут. Ну а тут для любителей коктейлей, в основном тут сидят европейцы и европейки. Тут небольшое количество стульчиков, где можно присесть, покушать. Они всегда абсолютно заняты. Дальше у нас идут ряды с одеждой. Вот видите, штаны со слонами, легендарные шорты со слонами. В Тае очень почитаем слон, hello, поэтому можно найти абсолютно любую одежду со слоном. Тут также можно сделать массаж прямо на рынке, различные кошельки, ну и так далее. Ну и, конечно, легендарный туалет за 10 бат. Тут уже у нас идут различные поделки и сувениры. Ну, это как по традиции на любом рынке можно приобрести такие котики и все остальное. Ну и, конечно же, магнитики на холодильник себе и друзьям и родственникам.
Еще я хотел у вас спросить, вот я, честно говоря, 4 года назад, когда тут был, я не помню, смотрите, раз, два, три, ну, скорее 2,5, да, павильона, и насколько я помню, раньше было еще 2 ряда, то есть вот раз и два, по-моему, напишите, пожалуйста, так это или нет. Потому что сейчас рынок существует наполовину, по ощущениям. Ну, там детская площадка и, конечно же, столики, к которым мы чуть позже подойдем, где просто нереально занять хоть какое-нибудь место. Вот майка для тех, кто не особо любит ходить в фитнес. Смотрите, даже жемчуг есть. Насколько я помню, в Таиланде жемчуг очень даже недорогой, можно купить по приемлемым ценам. Так, это я прошел первый ряд, а сейчас иду по второму ряду. Тут уже что-то прям такое очень вкусное. Такие десертики можно увидеть. Видите, черным шоколадом с матчой, стравбери. Смотрите, Red Bean Pasta — это красная фасоль. То есть у тайцев вкусы очень отличаются от наших. И иногда то, что они думают десерт, не совсем для нас это будет десерт прям. И по поводу странностей тайского сладкого, я это понял, когда мы купили с Машей мороженое. Но я толком не разглядел, что там было. Там было что-то зеленое, красное, желтое. И оказалось, что мороженое вместе с кукурузой и стручковой фасолью. Смотрите, какая вкуснота, запах тут стоит просто невероятный. Покупайте сосиску в таком багете. Там еще дают картошку фри. И это называется сай-крок. Это очень популярная вещь в Таиланде. Это острое, а это не острое. Вот такую одну съедаешь и, в принципе, уже наелся. Thank you. Ну вот, можно увидеть еще один прилавок. Картошку пекут, и там добавляют уже какую-то начинку. Ну и, конечно, вы можете попробовать крокодила. Hello. Вот, можно увидеть, что сейчас где-то в районе 7 часов, и людей сейчас очень и очень много. Практически не пройти. Все почему? Потому что в Таиланде стоимость вот этих всех блюд, она позволяет, в принципе, не готовить дома. Поэтому сюда приходят как тайцы, так и все туристы. Я все-таки вернулся и решил вот попробовать то, что я люблю, и вам советую попробовать. Ну и когда вы покупаете какую-либо еду, у вас встает вопрос, где, собственно говоря, кушать. И обратите внимание, что все столы абсолютно всегда заняты. Вот стол освобождается, и кто-то сразу туда бежит, занимает место. Это такая увлекательная игра, где, вот видите, оп, все, освободился стол, сразу занялся. Увлекательная игра, в нее можно играть очень долго. Обычно, если приходит двое супругов, то один стоит, ждет, когда освободится стол, а второй идет, заказывает. Поэтому я вот этот рынок не очень сильно люблю за эти аттракционы. Маша сейчас в поиске места, чтобы съесть свой любимый пад-тай. Ну и вот подходим к той части, где уже тоже абсолютно все занято. Тут уже тайки вот сидят, выпивают. Ну и тут по традиции танцуют дети. Музыка по полную и танцы. Ну и, конечно же, шейки. Вот именно на этом рынке, видите, вот просто берешь какой-то там, выбираешь то, что тебе нравится, берешь и отдаешь продавцу. И тебе готовят. Стоимость тут 25 бат. Это очень дешево для Таиланда. Hello. В основном, ну вот, делали обзоры на рынках Самуи, Пангана, Пхукета. Там бывало от 40 и доходило до 60, даже иногда до 80 бат. Ну и вот еще, конечно же, суши. Да, еще можно видеть такие фрукты в пакетиках, видите, всего 30 бат. Тайцы не очень любят всякие десерты, потому что они вот любят по пути, купил какие-то фрукты, перекусил, или шей какой-нибудь выпил, вот такой вот. Там сахар, кстати, добавляют очень даже добротно. Конечно же, морепродукты. Лучше? А сколько стоит? Хорошо по-русски говорите. Немного. Это 3D. Light. Да, много дизайн. А сколько стоит такая одна? Это 300 бат, скидка 250. 250. Да, такой за 200 бат. А если постирать, садится, нет? Нет проблем. No проблем. Это оригинал бренд. Не копи, не копи. Оригинал. Original. Да. Very good.
много рисунки. Да, Таиланд, Будда. А, слоны. Да. Элефант. Это Будда темпл. Very good. Муай-Тай Муай-Тай. есть. Да, много Муай-Тай. Марwana, Таиланд free. Yeah. Да, Африка мен. Yeah. American. Тупак. Тупак. А Рэмбо, how much? 250. Все, Давай 200 бат, нет проблем. 200 бат. Ну что, Паттай действительно вкусный, я не зря стояла в очереди. Единственное, что могу сказать, что все-таки часто мы встречаем и без очереди очень вкусный Паттай. А что тут необычного? Здесь он добавляет такие креветочки сушеные и не добавляет яйцо, поэтому именно его Паттай, он, наверное, немножечко необычный за счет как раз-таки вот этого более глубокого, что ли, вкуса вот этих креветок и креветочного масла, соуса. Еще что могу отметить, Маша никогда вот эту штуку не выдавливает. И Паттай она ест не истинно тот, который должен быть после нажимания этой штуки. Этот рынок удивительное место, потому что здесь постоянно кого-то встречаешь. Часто мы тут встречаем наших подписчиков и не только. Я увидела свободный столик, побежала поскорее к нему, и, как это часто бывает, кто-то тоже побежал к нему. И как раз-таки этим кто-то оказался мой брат. Он, к сожалению, не согласился сняться, чтобы вы увидели его и сказали, похожи мы или нет. Вот. Но сам факт, что мы встретились тут. Обычно мы с Машей садились тут, вот за прилавок, снизу достаешь стульчик и тут садишься, смотришь на всех остальных. Что удобно, смотрите, тут есть такой вот легендарный умывальник, сделанный из дерева. Можно помыть руки до и после еды, что очень рекомендую делать на тайских рынках, потому что если вы помоете руки до и после, то с вероятностью 99% вы не отравитесь. И все отравления идут, как правило, после того, когда с немытыми руками что-то там съедают. Нам рассказали наши подписчики о том, что часть этого рынка пришлось сократить, да, и то есть вот эти вот ряды убрали из-за того, что там идет стройка. Мы не знаем, точно это или нет, вот, поэтому если вы знаете, то напишите в комментариях. Ну и, конечно же, тут есть самое популярное блюдо в тайской кухне, это сомтам, папайя-салат, если говорить по-русски. И тут есть он с разными добавками. Я буквально недавно заказала себе с креветками. И я, конечно же, ожидала, что там будут креветки жареные, ну, либо, не знаю, вареные хотя бы. Но я начинаю есть и понимаю, что они сырые. Ну, продолжила это все есть. Думаю, что надо сейчас как-то распробовать этот вкус. Вот, но я вкус не распробовала, в итоге половину выкинула и поняла, что я не смогу это больше есть, потому что все-таки сомтам это такое блюдо очень-очень на любителя, потому что там еще в состав соуса входит ферментированный какой-то сок, и он дико вонючий, и весьма своеобразный такой вкус получается. Напишите в комментариях, нравится ли вам сомтам или нет. Ну и вот еще есть местечко, где очень много наших соотечественников, видите, по-русски написано «Кухня». Все почему? Потому что там можно купить на любой вкус и цвет русскую кухню. Но мы уже не будем на ней акцентироваться, потому что там очень большая очередь, и женщина там говорит на русском, продавщица. Это для меня было просто открытие, когда я подошел, что-то там мы с Машей говорим, я спрашиваю, как спросить, сколько будет в граммах, и она начинает мне отвечать. Это, конечно, было удивительно. В Таиланде далеко не всегда умеют готовить бургеры, также не умеют готовить пиццу и такие более европейские блюда. Поэтому, когда ты находишь что-то вкусное, то это просто на вес золота. Именно вот в этом месте очень вкусные бургеры, поэтому мы вам их рекомендуем. Вот, смотрите, любое мясо на ваш вкус. Говядина, утка, крокодил, курица, свинина и гриб. Это только вот в Таиланде бывает такое сочетание. И вот можно обратить внимание, десерты. Мы с Машей уже практически все тут перепробовали. Особенно стоит отметить внимание, это банановый торт, банана-кейк. Очень вкусный. Ну, вот где парковка, можно сбоку посмотреть, как тут все готовится. Кулинарное произведение искусства. Обратите внимание, какая музыка. Да, это все на русском языке. Как мы и обещали, мы приехали на Джамтьен вечером, и тут можно увидеть большое количество таких вот, правильное их название, кратонг. Там кора бананового дерева, цветы и свечка. Их нужно положить на воду, положить туда или часть своих волос, ногтей, немного денег, сказать, что я вот отпускаю все свои какие-то проблемы и отпустить. И начнется новая жизнь. Очень здорово вот эти вот как розочки сделаны из листьев.
А вот как девочка делает эти самые кротонги. Семейный бизнес. Но самое интересное сейчас происходит на пляже. Слышите, там вовсю петарды запускают. Фейерверки один за другим. И видно, что очень многие уже запустили эти кротонги. Также запускаются фонарики и салюты. Да, выглядит, конечно, так невероятно все. Как будто Новый год, вот реально. А, и вот кто-то запускает как раз сейчас фонарик, он там полетит. Ну и вот можно увидеть, запустили, и он, по-моему, сейчас горит весь. Да, это было очень эпично. Видимо, какой-то бракованный попался. А вот, смотрите, запустили. Смотрите, какие необычные кротонки. Тут прям реально красивые, по 100 бат. А это уже по 50 бат. Сегодня прям все активировались, такая суета, праздник. Вот прям ощущение Нового года, реально. О, уже 100 бат, но тут какой-то лебедь, да? Постарались, придумали. А мы все никак вот эту штуку не купим. Все, каждый раз думаем, брать, не брать. И не берем, потому что просто она никуда не помещается потом. Мы купили 2 штучки, 50 бат за 2 штуки. Видите, тут есть и благовоние, и свечка, как и полагается. Thank you. По поверьям, кротонку носит несчастье. Поэтому проверим. Также, когда отпускаешь кротонку, нужно загадывать желание. Прям такое ощущение, как Новый год. Но я волосы, конечно, не буду и ногти класть. Это не обряд вуду. Я положу просто монетку, загадаю желание и отпущу. Все, Маша сейчас будет запускать. Давай, Маша, первая. Вместе с тобой, давай. Ну давай. Все, готов. Видите, благовоние, свеча. Хорошо, что нет больших волн. Ну и надеюсь, что они отплывут намного дальше. В принципе, там ничего нету такого страшного для экологии. Банановые листья, какие-то цветы, поэтому все это органика. Мы тут особо ничего не нарушаем. Greenpeace может спать спокойно. Ну вот мы дошли до той части, где уже присыпали метров, наверное, 100 нового пляжа. И можно увидеть, что очень много тайцев, иностранцев. Все как дети радуются, запускают кротонги, загадывают желания. Людей прям нереально много. Кто-то кушает, кто-то просто наблюдает. Ну вот то, о чем я и говорил. Видите, тут уже этих кротонгов тьма. И уже многие начинают прибивать, и они просто вот уже валяются тут, цветы и остальное. Вон уже перевернутые. Поэтому хорошо, что мы там запустили. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!